Начали работать. Ни прибыли и ни убытка. То есть, а почему? Говорит, потому что, говорит, воруют все. Оставь меня, говорит, здесь одну, чтобы я здесь свой парад вела. И это так больно, блин. Это так больно, так да? неприятно. В 2018 году я уже вернулся сюда. То есть, чем заниматься? То есть, продажи квартир. То есть, как-то я в этом далек был от этой темы. По продажам квартир Микава Эстейт. И я начал заниматься, то есть, гидом стал. Какие-то конфликты были? 5 дней я в коме. Вахтанг, дыши, такой, бам, я вижу, вот он, я лежу, сверху врачи. То есть я хочу, говорит, что ты занимался этим, управлял. Все можно в своей жизни изменить, и можно всегда прийти к правильному, и ты будешь счастлив. Друзья, всем привет! С вами Алико Микава и компания Микава Эстейт. Мы продолжаем снимать интервью, подкасты для вас. Я вас прошу, перед просмотром этого видео, пожалуйста, подпишитесь на нас, нажмите колокольчик и дальше следите за нами. У нас сейчас очень интересные метаморфозы происходят в нашей компании. Следите, посмотрите, может кому-то что-то будет интересно, может кто-то чем-то поможет, даст совет или захочет запартнериться с нами. У нас в гостях Ваху, пожалуйста, представься для наших подписчиков. Всем привет огромный, зовут меня Вахо, Вахтанг, полное имя, фамилия Кварцхава, родом я из Сухуми. Всю жизнь после войны, то есть в 92 году я приехал в Батуми, прожил 2 года в Батуми после нашей войны, и мне пришлось переехать в Россию. 25 лет я прожил в России, и вот в 2018 году я уже вернулся сюда, то есть уже окончательно, то есть решил переехать в Грузию. А в России где жил? В Москве. В Москве. А почему решил переехать в Грузию? Слушай, ну уже под возраст, если честно, хочется более что-то спокойного, потому что Москва, суета вот этой московской жизни уже как бы мне надоедала настолько, что... То есть Москва, она какая? Ты если день не поработал, 2 догоняешь, 2 не поработал, 3, то есть 4 догоняешь. А здесь спокойная жизнь, размеренная. Я посмотрел, можно и заниматься, что зарабатывать можно. То есть, хотя многие местные уезжают отсюда куда-то за границу и говорят, что здесь нельзя заработать. Можно. И в Батуми, и в Тбилиси, и в больших городах. То есть чем заниматься. Главное, чтобы было желание. Я присмотрелся и решил остаться. То есть, все-таки я вырос на море. Я как бы это морской город, похож на Сухуми. Скажи, пожалуйста, а ты намеренно приехал или ты просто приехал? Ты ездил в Грузию часто? Первый раз я приехал в 2016 году. Это Батуми. было просто, да, в Батуми. У меня здесь была куплена квартира. В 2016 году я приехал, ну, чисто отдохнуть. То есть это август месяц был. Я посмотрел, народу много, то есть все кишит. Думаю, все-таки, ну, прикольно, ну, понравилось. Чем-то похоже, думаю, как в Москве суета, все. Остался август месяц, сентябрь. То есть еще народ здесь был. И какое-то там, не помню, число было октября. Выхожу на балкон. И такое ощущение, как будто бы город вымер. То есть вообще никого нет. То есть все туристы уехали. Местное население там, то есть пустота в городе. Выхожу на улицу, никого нету. Думаю, что тут делать? То есть все, никого нету. То есть, ну, еще, может, неделю побыл. Думаю, нет, все-таки надо вернуться в Москву. Ну, привыкший к суете, то есть все время зарабатывать в суете, то есть Москва приучила к этому. Вот. Я уехал. В 2018 году я уже 2-ю попытку сделал, то есть приехал, думаю, да, еще раз присмотрюсь, как что все-таки тянуло меня сюда, как бы в морской город, думаю, ну все-таки что-то можно там делать. Вот. И приехал сюда, я начал обращать внимание, думаю, чем заниматься, то есть продажи квартир, то есть как-то я в этом далек был от этой темы и как бы... По продажам квартир Микава Эстейт. Да, я как бы даже и не задумывался об этом. Вот. Двоюродный брат, я к Тбилиси приехал, двоюродный брат что-то мне начал рассказывать про то, что туристов много приезжает, что ему часто там просят их куда-то отвезти. И приехала девочка-гид, кажется, с Адыгеи была, она, говорит, тут живет и занимается этим. Я говорю, мне заинтересовала сама эта тема, что, как. Я говорю, давай мы тоже возьмем микроавтобус, начнем заниматься с тобой, то есть брату двоюродному своему говорю. Несколько раз съездили с ним, ему это так что-то не особо зашло, а мне как бы это стало интересно, как бы
заодно и ездишь в красивые места. То есть я горы обожаю, море обожаю, эти все красивые места. И смотришь, ты сам что-то новое узнаешь, еще и с людьми какие-то знакомства. То есть, ну, интересно было. И я начал заниматься, то есть гидом стал. Вот. Я где-то до 2019 года, вот именно где-то год, даже можно сказать полтора, занимался именно вот. Зарабатывал деньги? Да, естественно. Приносили доход? Да, естественно, зарабатывал. И причем начал, знаешь, с чего? То есть пока интернета очень мало было, естественно, заказов, потому что я в этом не силен был в Инстаграме и во всем этом. То есть сразу сделал страничку с другом детства. Его нашлись мы здесь с другом детства. И я говорю, давай поставим где-нибудь на берегу, где морвокзал, поставим треногу. Вот. И начнем как бы вот с этого хотя бы какую-то базу как бы оттуда наберем. То есть, ну, с улицы набирать туристов. Просто баннер. Баннер, да. И вот в машине, ну, обычный, как извоз, как вот по городу стоят. То есть, начинал я с этого. Вот. И, в общем, кто рядом стояли, ребята, я начал им очень сильно перебивать. То есть, из-за того, что у меня с русским языком все хорошо, тем более я быстро нахожу общий язык с людьми, то есть знаю, как подойти, менталитет знаю русскоязычных, то есть разницы нет, там, ну, славян я имею в виду. Там украинцы были, это, или там россияне, белорусы, то есть ну, менталитет я их очень хорошо знаю и знал, как начать вступить с ними в разговоры, они останавливались, то есть я им сразу начинал показывать, рассказывать, то все. На следующий день договаривались о туре, и то есть 8-местный у нас был Автобус? Микроавтобус, да, и вот на нем я возил туристов. Вот. А что кого-то перебивать? Значит, какие-то конфликты были? Конфликтов нет, естественно, нет. Просто ребята так вот, как говорит, это у тебя получается. Ну, по-доброму, да? Да, по-доброму. Кайф, вот это то, что у нас есть, вот эта здесь история, знаешь, Да, то есть- даже конкуренция, она какая-то по-доброму идет, нету такого. Да, что- не было такого, что там ты почему так делаешь, там, или еще что-то, то есть... Вот, еще даже было такое, что я к другим отправлял, то есть у нас там, допустим, наполнилось, я там, вот у тебя есть место, давай к тебе посажу своих гостей, потому что, ну, уже перебор был. Вот группа набралась, там, допустим, 9 человек набрал я, а у меня там 8 помещается. Я смотрю, у ребят там еще есть свободные места, я их к ним сажал. А скажи, пожалуйста, в Москве чем занимался? В Москве я изначально начал заниматься извозом, чем я только не занимался, и извозом занимался, а потом в 2006 году мы решили с другом, он рассказал мне такую историю, что один из его друзей за $25 000 открыл фастфуд. Вот, а у нас как раз были эти деньги с другом. Я говорю, слушай, если можно за там, у нас по порядка 40 тысяч было. Слушай, если я говорю, можно за 40 тысяч это сделать, давай, говорю, мы тоже это сделаем. Вот, он пошел с ним, поговорил, все, то есть он согласился, говорит, давай, говорит, вместе на троих, то есть будем открывать. И как раз это 2006 год, мы уже начали все это, как его, заниматься, все, сделали проекты, все, то есть в торговом центре взяли точку, то есть там предварительный договор, все. Начинается антигрузинская политика. 2008 год. 2006 год. В шестом уже. В 2006 году, да, то есть очень сильно прям был такой в школах, приходили, спрашивали, где грузины живут, там это все. Вот. И в этот момент одного из моих вот, лучших друзей, с кем мы вот, начинали, его бьет инсульт. То есть он ложится, а мы с ним был такой договор. Я говорю, давай так сделаем, я тебе свою долю дам. Я даже не буду вмешиваться, ничего. Вот вы вдвоем со своим, это однокурсник его был. Вы будете заниматься, а когда придет прибыль, мы твою половину пополам делим, потому что мы с ним вкладываемся. Вот, а его половина своя будет. Он, то есть, даже не будет знать, что с кем ты делишь или еще что-то. Я просто свои деньги тебе дам, и ты вложи, я говорю. Вот, а его бьет инсульт. Мы приходим в больницу, вот, проведали, все, и это Каха звали этого парня, я Каху этого отвожу, я говорю, Каха, ситуация такая, я говорю, если бы не случилась бы с нашим другом такая беда, я говорю, я даже, может быть, тебе и не стал бы это говорить, я говорю, но вот ситуация такая, в этих вложениях, я говорю, половина суммы это мои.
Вот, и как поступать, то есть я готов, я говорю, участвовать во всех этих, просто я говорю, с этим не сталкивался, с ресторанным бизнесом, если ты мне там что-то подскажешь, то есть я полностью готов и обучаться, и всему, все такое. Ну, конечно, изначально это ему, конечно, не понравилось, но мы с ним близкие были, поэтому он говорит, окей, давай. Проходит буквально месяца полтора, там у нас идет ремонт, то есть это еще в Черном Каркасе торговый центр был, нам просто вычертили место, где будет наше место. Вот. Проходит месяца два, и он приезжает, говорит, Вахтанг, ситуация такая, говорит, я, говорит, собираюсь уезжать из России, потому что мне эта ситуация не нравится, потому что приходят в школу, там, и вот всякие там, ну, не напряженная нравится, ситуация. напряженная, Да. и, говорит, я, говорит, не хочу такого, говорит, то есть я решил уехать в Грузию. То есть, и, естественно, свою долю, так как мы с тобой компаньоны, говорит, я решил пока предложить тебе. То есть, если ты у меня выкупишь, то без вопросов. Если нет, то тогда я уже буду искать, кому продать эту долю. Вот. Я так посидел, подумал, думаю, кого, что. И у отца знал, что у моего отца есть эта сумма, я и предложил ему. То есть, и все, мы выкупили его долю, а еще доля была... Того парня, который в инсульт. Да, вот. И... Он живой? О, нет, сейчас он уже скончался, на тот момент Сейчас он был он живой, да. И мать его узнала, что Каха продал долю, и он, естественно, у них измена, что я никогда этим не занимался, я выкупил долю, и то есть, ну, как я этим буду заниматься? И она говорит, Вахтанг, мы тоже хотим продать туда-сюда, что делать? Я нашел еще одного компаньона, то есть их долю тоже продал. То есть начали продолжать стройку. Изначально мы думали, что это там 40-50 тысяч выйдет, вышло это где-то в 120 там, с чем-то тысяч долларов у нас обошлось это. То есть потихоньку вносили. Когда закончили, посчитали, сколько это, ну 120 с чем-то тысяч долларов на то время, это 2006 Да, год. это большие деньги. В общем, начали работать. Открылся торговый центр, начали работать. Работаем целый год. То есть народ приходит, все нормально. Этот считаем в конце месяца прям 0 в 0, ни прибыли и ни убытка. То есть аренду заплатили, зарплату дали, все, никакой прибыли. Что делать? Продать, как бы жалко столько вложений, ну, дешевле жалко, а бросить тоже как бы не выход. Что делать? И в один прекрасный момент, это вот как мне подфартило, скажем так, у меня из рабочих женщина уходит, одна куда-то уволилась. Я вакансию сделал там на рабочую. Приходит женщина, такая хорошо одетая, и говорит, Вахтанг, я знаю, что вам нужна рабочая. Вообще я, говорит, была администратором, шеф-поваром, то есть, ну, на таких должностях всегда была, но последнюю должность я уехала, там, мне пришлось в Молдавию уехать, молдаванка. И, ну, в общем, сейчас осталась без работы, на мое место взяли кого-то. Возьмите, говорит, меня на рабочую. Я говорю, ну ты понимаешь, что это совсем другой уровень, ты работал этим. Мне, говорит, все равно, лишь бы сейчас как-то перебиться, ну, работа очень нужна. В общем, я ее беру на работу. В одно прекрасное утро прихожу к себе в кабинет, то есть, ну, ресторан, кабинет. Захожу, приходит эта рабочая, закрывает внутри дверь. И говорит, Вахтанг, я, говорит, что такое тебе сказать? Говорит, мне же, говорит, жалко вас с отцом, говорит, то есть вы столько труда вкладываете, столько движений делаете, столько, то есть суеты наводите, говорит, а в итоге в конце, говорит, прибыли никакой. А почему, говорит, потому что, говорит, воруют все. Начиная от кассира, заканчивая вашим, говорит, шеф-поваром. Я говорю, с чего ты это взяла? А у меня были такие подозрения, что они, потому что когда уходили все работники, что они уходят с какими-то продуктами. Я им запретил во время работы, они говорили, мы идем в перекресток в свободное время, покупаем там продукты, и вечером типа это с перекрестка продукты, не ваши. Я им запретил в рабочее время это делать. Я говорю, после работы вы заканчиваете там 8 часов, от перекресток до 11, потом идите и покупайте. Ну все. Она говорит, вот сегодня твоя шеф-повар у тебя там украла там, мясо в дальней комнате, где камера плохо там, не захватывает все, там провела фарш, и у нее сейчас лежит в сумке. То есть это, это твое мясо. В общем, вечером сидим с бухгалтером,
в кабинете, все повара начинают уходить, там кто-то там заканчивает, кухрабочая это убирается. Вот, и шеф-повар. Вахтанг, я ухожу, я говорю, зайди сюда, я говорю, открой сумку. Открывает, там, правда, лежит вот такой кусок фарша. А я говорю, это что такое? Я, говорит, купила в Перекресток. Друзья, пожалуйста, не воруйте, не воруйте. Можно честным трудом заработать деньги. Да, я вот почему это все рассказываю, как вот какие бывают в жизни ситуации, где из простого какого-то человека Слушай, не повезло. Мне это знакомо, потому что, к сожалению, в агентствах недвижимости часто бывают случаи левых сделок. Я вот работаю 8 лет в недвижимости, и мне поступали разные предложения, когда я риэлтором работал, но для меня это принципиально важно. Если я работаю в одном месте, я приношу деньги туда, если я на кого-то работаю, я не левачу. Но я знаю прекрасно, что это распространено, и, скорее всего, там, где мы сейчас сидим, тоже такие моменты происходят. И это так больно, блин, это так больно, так неприятно. Да, сколько вложения труда, сколько ожидания, то есть мы 2 года ждали, столько денег вложили, еще год работаем, и ничего нет, вроде все пыхтит, все работает, а прибыли нет. И, в общем, причем все последние деньги туда внесены. И в итоге что? Я говорю, перекрестки, где чек? Чек, говорит, я потеряла. Я говорю, ладно, где наклейка перекрестка, где написано грамм, и все, вот этот пакет порвался, я, говорит, переложила в другой пакет, то есть это такое. До конца человек. Да, то есть пытается, короче, я говорю, все, ты уволена, я говорю, до свидания, а зарплата, я говорю, какая зарплата? Я говорю, до свидания, и все, я говорю, ты год целый работала, я говорю, и ясно все, что здесь происходило, мне уже понятно, я говорю, давай, все. Друзья, я хочу попросить вас написать в комментариях, если вы были в таких же ситуациях, как вы с этих ситуаций выходили? Увольняли, давали шанс человеку? Что вы делали? Напишите, пожалуйста, вот нам будет об этом интересно почитать. В общем, я ее увольняю, сижу, думаю, что делать? Остался без шеф-повара, Это без администратора, да. То есть сам я там внутреннюю кухню этого всего не знаю, там, ну, научился там таблицы, как заполнять, там вот это вот все там, как там делать технологические карты, технические карты, то есть я все на ходу этому учился, то есть освоил очень хорошо это быстро, ну, ребята помогали. И вспомнил, что вот эта кухрабочая, когда ко мне устраивалась, она же говорила, я была шеф-поваром. Может, она вообще технично ее сняла с трассы, нет? Может быть. Я зову ее. Прикинь, она ее подкинула в фарш. Нет, подкинуть точно не подкинула. Я понял. Подкинула 10 килограмм фарша. Да, и я ее зову, я говорю, слушай, Надя, ты же говорила, что ты там администратором, шеф-поваром была. Я говорю, если я тебя назначу, ты потянешь это дело? Она говорит, конечно, говорит, потяну. Я говорю, это на 5, все это знаю. Я говорю, пошли, я ее завожу на кухню, там еще 2 повара оставалось. Я говорю, ребят, с завтрашнего дня Надя ваш шеф-повар и администратор. То есть полностью она вами будет руководить. То есть они вообще не поняли. Тут только что она полы мыла, там картошку чистила, тут раз, бум, что она такое сделала, там зашла в кабинет ко мне. И вышла, стала. Примерно о чем они думали, я понял. То есть, понимаешь, да, у них сразу непонятные мысли такие. Ну, понятные, непонятные пошли. Не, ну было, скажи. Нет, ничего. Нет, она была постарше, мне было всего, это 2006 год, 27 лет мне, а ей было где-то 43 года тогда. А что это такое? 43 года, нормально. Тогда я смотрел на это очень так, ну... Ты что, 27, молодой, красивый грузин. Молодой, красивый грузин, находится в Москве, вокруг столько красивых женщин, то есть это не то все было. Ну, в общем... Я ее назначил, первый месяц $2000 прибыль. Прибыль сразу. Я прихожу утром на следующий день, смотрю, все пыхтит, все головные уборы аккуратно, все зачистенькие, все, мы прям все, я сел, зашел в кабинет, закрылся, камеру, посмотрю, прям приятно. На это не показываю вид, что я пришел. То есть аж приятно на камере, ну, везде камеры же. Процесс. Я смотрю, мне аж приятно, как все происходит. Все, они не заметили, как я пришел. Я открыл, я говорю, Надя, зайди сюда. Все, я говорю, ну все, говорит, я говорю, как тебе нравится? Я говорю, все отлично. Первый месяц $2000, второй месяц $4000, третий месяц $6000. В общем, она до $18 000 сделала прибыль мне в этом ресторане. То есть подняла. Вот. Мы решаем второй ресторан открывать. Это город Мытищи в Москве.
Подмосковье. Там есть Перловский, это было Перловский торговый центр. Вот, а еще был Красный Кит. Вот. Но чтобы туда войти, ты должен был быть, то есть у вас сетка должна была быть. То есть если один ресторан не брали. Вот. Ну, туда приходим, и они нас спрашивают, а у вас типа, ну, у вас один ресторан или еще где-то есть? Вот там я чуть-чуть слукавил. Я говорю, у нас есть в Краснодаре, в Сочи, там, то есть все. Он говорит, ну хорошо, то есть давайте, там все сказали, как это дали предварительно. А название скажи. Название Ясти называлось. То есть ты сейчас забьешь в интернете, ты найдешь Ясти. То есть она работает сейчас тоже? Нет, сейчас уже не работает, но осталось в интернете, еще остались. Ясти. Да, Ясти, если забить. А почему Ясти? Антигрузинская политика, мы хотели как-то по-грузински назвать. Ну, блин, сейчас назовешь по-грузински, сразу начнут приходить А кухня грузинская? проверки. А кухня была, знаешь, как половина была грузинская кухня, а половина была смешанная. Европейская, там, ну, все там, все было у нас. Там даже я там этот поставил, торный, даже этот пуры делал, короче, там. В итоге вы переходите вот туда, ты слукавил. Ну, да, слукавил. Они нас берут, мы там, то есть, перекупаем, там обанкротился 7 ресторанов каких-то, обанкротилась сетка. И вот один из них был в этом Красном Ките. И они перепродавая, ну, им надо было закрыть долг. И мы перекупили их оборудование, просто впереди сделали все в нашем стиле, чтобы это было уже как сетка, то есть как в одном стиле, чтобы все было. И запустили, все, пошла работа, все нормально, мы уже знаем, как работать, все идет, работа хорошо. В один прекрасный день эта Надя приходит ко мне и говорит, Вахтанг, говорит, сколько вы зарабатываете, говорит, в месяц? Я говорю, ну ты же все знаешь, как, ну, ты ведешь всю кухню, ты прекрасно знаешь, сколько заходит. Ну, скажи, говорит, так, сколько? Я говорю, ну пока мы до 18 тысяч дошли в месяц. Давай, говорит, сделаем так, я тебе, говорит, 18 тысяч в конце месяца буду в конверте отдавать, я буду закрывать аренду, зарплаты, все, чистыми будешь получать 18 тысяч, оставь меня, говорит, здесь одну, чтобы я здесь свой парад вела. То есть, ну, каждый месяц прибавляется, 18. То есть, понимаешь, было 2, 4, 6, до 18 дошли, то есть, в этот момент, конечно, чуть жадность у меня сработала. Я говорю, не, Надя, я, кстати, ей премии давал, то есть, плюс зарплата, еще и премиальные за то, что она так все хорошо настроила. Вот. Я говорю, не, Надя, если ты устраивает тебя какая-то, оставайся, если нет, то есть, ну, так тебе отдать. То есть, ну, бизнес. Не получится. По сути, ты отдаешь бизнес. Да, но там вдруг долги будут, это, то есть на нас оформлено ИП. То есть, ну, не стал я рисковать. И еще, думаю, если можно 18, может, еще можно с него выжить побольше. Ну, в общем, она где-то еще год поработала, и потом приходит, я, говорит, как его, дочка мне открыла, говорит, такого типа ресторан. В общем, в итоге она ушла, мы еще до 2014 года мы поработали, пока кризис не стукнул. В России был кризис, если ты помнишь, 30 до 80 поднялся курс доллара, да. А мы платили аренду евро-доллар, курс условной единицы квадратного метра. И надо было, то есть среднюю они брали между долларом и евро, среднюю цену нам давали. И получалось где-то там даже больше, чем 80, там 90 ну, там, условных единиц за 1 квадратный метр, и там цена такая была, что 5 раз подорожала, получается, 4 раза подорожала, и нам невыгодно было, потому что цену поднять на продукты мы на 4 раза не могли физически. И, там, ты закрыл бизнес. А скажи, я решил пожалуйста, все продать, то есть продал. Я закрыл, да. Вот этот момент, у меня как раз сейчас момент такой, да, я об этом открыто говорил, кассовый разрыв компании. Да. И я себе, в принципе, месяц дал, если выровняется ситуация, выровняется. Если не выровняется, если партнеров найду, по большому счету, если не выровняется, то буду закрывать. Вот этот момент, когда ты вот столько лет вел бизнес, поднимал этот бизнес, столько туда вложил, как ты это прожил, вот закрытие ты? Ну, я очень переживал этот момент, потому что столько сил, столько любви вложено было в этот бизнес, потому что я учился, как все это делать. Я ездил по ресторанам, там блюда, как, то есть с шеф-поваром, я говорю, вот такое блюдо хочу сделать, вот это мы сами вот эту проработки делать. То есть я с любовью все это делал и изучил, и очень хорошо я знаю и на управление ресторанным бизнесом, я выучил на 5, могу сказать. Тяжело было. Все программы вот эти, там, Storehouse, там, ну, эти управы, которые там нужны для, там, чтобы управлять рестораном, вот, AirKeeper и так далее.
Вот. И после этого я решил, думаю, ну давай в этом же стиле что-то сделаю. Ты этот ресторан продал? Не продал, я как бы его, это же в аренде было, Да. я оборудование все вывез, и оборудование продал, то есть распродал, то, там, можно сказать, под 30% себестоимости. Все, что было. В общем, как бизнес ты не продал? Да, я его не продал, то есть, и в итоге был такой момент, мои компаньоны, вот кто был у меня компаньон, в одном был один у меня, вот последний, который выкупил у моего друга, который погиб, а второй ресторан, когда мы открыли 50 на 50, то есть я с отцом был в доле, и 50% была там вот друг, который там, он своего друга привел, и вот они предложили, давай, говорит, продадим как сетку, давай, говорит. Я настолько был привыкший к этому бизнесу, я говорю, нет, я говорю, если вы хотите свою долю продавать, я говорю, я как бы свою долю не готов продать. И тогда они свою долю продали за 2 с чем-то миллиона. То есть на то время, пока еще доллар не поднялся, то есть сколько это, 70 с чем-то тысяч долларов получилось, они продали свои 50% в одном ресторане. То есть, вот, и они как бы с того ресторана ушли, а во втором он один оставался. Вот. И вот в 2014 году мы вот только распродали вот это вот оборудование и все, больше надо было, наверное, продавать все-таки. Но это было мое любимое дело, и я думаю, чем я сейчас опять снова начинать какое-то дело. Там, то есть, ну, тяжело, да. Да, А скажи, не пожалуйста, знаешь, меня какой вопрос интересует? Я сам грузин, зугдитский. Да. Сухумский парень. Такие тяжелые 90-е годы, времена. У нас любимая блатная романтика. Она тебя никак не коснулась? Коснулась. Коснулась? Очень, очень сильно Очень. она меня коснулась, потому что я сам из Сухуми, потом здесь в Батуми тоже с такими же ребятами общался, дружил. Ну, у нас же не космонавтом хотели стать, Да, а вором. не пианистом, не этим, не скрипачом, то есть была мечта у меня быть, и как бы, ну, было такое. Скажи мне, как произошло, вот есть определенное понятие, определенный образ жизни, он имеет свои рамки. И как произошло вот выход твой из этих рамок и переход на другую? Семья. Я Это женился. первая жена. Первая жена, я женился, 22 года мне было, я женился, в 23 года у меня родился сын. И вот тогда я уже задумался серьезно о том, что если я буду, то есть, идти по этой дороге, там, ну, скажем так, блатовать или еще что-то такое, закончится это все, знаем чем, то есть. Тюрьма, больница или всё, смерть? ну, ничего хорошего это не принесет. И вот тогда как раз я уже задумывался, что бы делать, то есть это уже 2004 год. И Знаешь, к чему я спрашиваю? Я хочу для людей сказать, что в какой бы вы в среде не выросли, какое бы у вас окружение не было, если ты хочешь поменять свою жизнь, если ты хочешь жить честно, и это возможно, это можно, это правильно, и ты зарабатывать деньги и жить счастливым, то ты можешь это сделать. Просто попробуй. Да. Попробуй. Это вот посыл для, если нас видят, может быть, рилс какой-нибудь залетит, или зайдут на YouTube, там ребята, которые в тяжелых ситуациях сейчас оказываются, живут там чуть-чуть другим образом жизни. Да. Все можно в своей жизни изменить. И можно всегда прийти к правильному, и ты будешь счастлив. Та жизнь счастья не принесет. Это 100%. Ну, просто это блатная романтика. Ну, кто-то живет этим, и как бы это его цель. И как бы ему толкать именно насильно, иди, тебе надо именно так жить, это, ну, и это ты не сможешь. Он сам должен прийти и Да, выбрать это его свой выбор. путь. То есть, если он выбрал такой путь, значит, ну... Скажи, это сколько у его. тебя детей? У меня 2 детей своих, и сейчас еще 2 детей, то есть от второго брака, это Василин, которых я воспитываю. Как своих? То есть как своих. То есть. Василина, мы отметим Василину тоже, она, ну, ты тоже блогер, ты большой, известный здесь в Батуми блогер. Василина, у нее еще больше подписчиков, она прям крутой блогер такой, прям. Кстати, если, давайте так, надо у Василины, наверное, спросить, но если вы отметите Василину, скажете, пригласи Василину, поговорить с ней, и наше видео наберет, давайте 1000 хотя бы лайков, ну, поставьте, тогда мы позовем Василину и поговорим с ней. Скажи мне, пожалуйста, Василина русская? Да, С детьми? да. Грузинский менталитет,
кавказский менталитет и русский менталитет. Как уживание? Я тебе скажу так, после первого брака, я когда развелся, я у меня прям в голове было такое больше, то есть с русскими. У тебя русская жена первая? Да, русская жена была первая, больше с русскими я никогда в жизни, то есть никогда не... И у меня первая жена русская, и у меня точно, я развелся в прошлом году, и у меня точно такие же мысли. И тоже с 2 детьми. Вот у нас общий Леон. И я все, только вот на грузинке, все, и какой момент, в итоге опять видишь, как это... А как это случилось? Ну, Сколько тебе лет? мне 46. О, да? Мне уже 46 лет. Это случилось как раз в пандемию. Вот, когда я после того, как занимался, как я был гидом, познакомился с одним из туристов, и он мне как-то, знаешь, перед отъездом оставляет 4 ключа. Я говорю, это что такое? Он говорит, это, говорит, мои апартаменты, я, говорит, здесь всех купил в Орми-Сити. И говорит, вы мне по душе, то есть с другом там, говорит, я хочу, говорит, чтобы ты занимался этим, управлял. А ты этим не занимался? А я знаешь, иногда бывало такое, то есть кто-то ищет квартиру, я начинал обзванивать, я находил, заселял. Слушай, знаешь, вот момент... Не цель направлена только этим. Извини, вот большой бизнес достаточно, Да. Ресторанный бизнес, хороший доход, да, извини меня, 18 тысяч долларов в месяц. И потом гид, что-то вот кого-то возить, облома не было в этом? Нет, потому Нет? что я уже это проходил, именно моя семья проходила, на моих глазах это все было, когда отец у меня работал в Сухуми на очень хорошей должности, был очень уважаемый человек. Дед был доктор исторических наук в одном из сильнейших институтов Абхазии, Сухуми, ГИСХ такой был, это филиал. Один находился в Кутаиси, второй был в Абхазии. Вся западная часть Грузии мечтала попасть в этом ГИСХе учиться. Он был там доктор исторических наук, преподавал, то есть, и потом ничего не была, стало. да. И резко мы теряем все. С одним чемоданом мы приезжаем в Москву. В 14 квадратах мы снимаем, втроем живем. Мой отец начинает таксовать, то есть по Москве. Вот, мать пекла, вот такой барабан был красный, турецкий, отсюда она, кстати, его привезла, пекла торты, эти медовики, и возила на рынок сдавать, где-то рынок, Рижский рынок такой был, она туда и возила эти торты сдавать. И это на моих глазах все проходило, причем я помогал ей даже этот и крем варить, то есть мне сколько было тогда, уже 14 лет, пока она там уходила, она мне говорила, свари мне крем, то есть это 14 квадратов комната, то есть 2 кровати, посередине еще 3, вот мы втроем там живем, там кушаем, там готовим, то есть выживаем, можем сказать так. И отец поднялся все равно, я так понимаю. И отец, да, и он прям все делал для того, А братья, сестры? Сестра у меня вышла здесь в Батуми замуж, и она здесь находилась, в Батуми. Вот, родился ребенок, она находилась здесь тогда. И вот так потихоньку начали подниматься, купили и квартиру тоже в Москве в 99-м, то есть в 94-м приехали, 5 лет, конечно, мы шли к этому пути, чтобы свое что-то купить там, вот, и уже как-то чуть-чуть Мама, стартанули. отец живы, здоровы? Отец у меня скончался в Москве в 2014 году, да, Царство Небесное. Маме дай Бог здоровья. Да, мама здесь сейчас у меня рядом живет, прям через дверь. Где моя квартира, где она жила, чуть далеко была. У нее сейчас начались моменты их деменции, или как правильно назвать, то есть она теряется. И я ту квартиру сдал и возле себя прям снял ей квартиру, чтобы она была прям рядом со мной. То есть, скажи, значит, ты воспитался в такой семье, ты это увидел, как можно потерять все. И начать с нуля опять. И ты тоже начал все с нуля. Да, и мне я был уверен, что по-любому все будет хорошо. Я спрашивал о том, как вы с Василиной познакомились. У нее 2 детей, она с России, она русская, ты грузин. Да. Вы женаты? Я работаю в Орби. Вот, и приезжаю там своими делами что-то, и она идет по дороге. Я ее так несколько раз до этого видел. Она здесь жила уже? Да, она уже переехала сюда, здесь уже с детьми приобрела квартиру.
Вот, и мы там как-то в кафе сидели, я что-то обратился, у меня как раз тогда было 25 тысяч подписчиков на Инстаграме. А, у тебя уже, подожди, у меня второй так ты аккаунт. до встречи с Василиной уже Да, вел да. Инстаграм. Момент, грузин, сухумский, с блатной историей, переход на Инстаграм. Нету такого, что типа, бичо, что ты делаешь, какой Инстаграм, что ты там? Вначале было, но это, короче, ничего страшного. То есть, Нормально. у меня такого не было, что я там куда-то там очень там стремился или что-то такое. Ну, Тебе нравится Инстаграм вести? конечно. Да, кайфуешь? Да, Я тоже, мне именно тоже прям нравится. Я как бы, мне сестра это подтолкнула, говорит, обязательно сделай, говорит, Инстаграм. У нее вообще 350 тысяч подписчиков. А, у сестры твоей? Да, в России, у нее муж чеченец, они живут в Грозном. И один из лучших и больших самых магазинов Кауро в России, то есть через Инстаграм у нее, то есть у нее премия самый лучший, как его, кажется, 23-й год, самый лучший Инстаграм-магазин 23-го года, потом бизнес-леди 23-го года тоже. Она Надеюсь, твоя сестра посмотрит наше интервью и подпишется на нас тоже. Да, может быть, да. Не может быть, попроси. Ты знакомишься с Василиной? Знаю. В общем, я пока подошел к ним, что-то там, я говорю, у меня заблокировали Инстаграм, я говорю, там, я чуть-чуть там пытался там накрутить подписчиков, что-то такое, не знал, как это, то есть, В бан попал. в бан попал, и как разблокировать, вот. Я говорю, может, кто-то из вас что-то знает, они посмотрели, в общем, ничего не А Василина подсказали. уже была блогершей. А она уже занималась, она уже была блогершей, на Сколько у Ютубе Василины у нее подписчиков? было на тот момент 3000 подписчиков, то есть она отмечала 3000 подписчиков, и где-то А щас? 7000 было на на Инстаграме на тот момент. Вот. И потом через несколько дней я как-то еду, и она идет там мусор что-то выбрасывать, я говорю, ты куда? Я говорю, она говорит, в сторону города, давай я говорю, подвезу, в общем, время у меня Грузинский есть. заход сделал, да? Заход, как всегда, как этот, ты же понимаешь, наш мигрельский заход, короче. Вот, и, в общем, она говорит, давай, подвез ее куда надо, я говорю, может, там, она говорит, мне подругу надо забрать, я говорю, поехали, у меня время есть, я говорю, и что-то забрали, что-то договорились потом куда-то съездить. Чем ты занимаешься? Я говорю, гид, я говорю, давай, говорит, куда-нибудь съездим, давай, конечно, я говорю, с удовольствием, и как-то так залезались у нас отношения и переросли в то, что мы с ней Сколько лет? поженились. Сколько лет? С 20-го года, то есть С 5 лет. 20-го года. Скажи, опять же, менталитет русской женщины и грузина. Василина сама такой человек, то есть она именно какой-то другой человек. Другой человек, она очень понимающий человек, то есть она не просто жена, она, как можно сказать, кент мой, то есть она и друг, и кент, И партнер. И партнер, и то есть, во всем понимающая, то есть... Ты говорил, тогда 3000 было. Сколько у Василины сейчас подписчиков в Сейчас Инстаграме? 150 тысяч. 150 тысяч. 150 тысяч. Я знаю, ваши рилсы залетают там по 10 миллионов. Есть такие, просмотров. да. Есть Круто. такие, там и по 10 миллионов, есть по 8 миллионов. Один и тот же ролик, который у нас залетал там раз 7-8, по 7-8 миллионов, там по миллиону много очень таких роликов. А сам Инстаграм и Ютуб доход приносит? Да. Доход приносит? Естественно, и именно YouTube приносит доход, это то, что сам YouTube платит. Конечно, монетизация. Да, монетизация. Но именно в Грузии монетизация YouTube очень маленькая. То есть в плане того, что если эти же подписчики и эти же просмотры у нас были бы где-то там в Америке или где-то еще, то есть он приносил бы там в порядке 10 тысяч долларов спокойно, то есть именно вот с такими же просмотрами. Назови 3 блогеров, за которыми ты следишь, которые тебе нравятся. Понятно, что меня убираем. За которыми я слежу. Да. Косенко был такой, Косенко, вот thank you. Да, вот за ним смотрел, как у него прям росло. Не всё. бесит он тебя? Сейчас перестал я его смотреть, но один период я просто смотрел, потому что очень прям Бурный рост. рост был, и так легко все это происходило, то что, в общем, естественно, нашего этого Ваху смотрю. Бруклина, потому что, все-таки батумский, чуть-чуть что-то есть. Похоже, такое, да, похожее, есть то манера. Манера, да.
Так, ну третье, кого бы такого назвать? Ну, этих тоже часто смотрю, всякие юморные казахи, ребята, как его, полненький такой, их несколько ребят снимают тоже. Я понял, рилсы. Сека. Сека, да. Да. За ними тоже смотрю, тоже молодцы ребята, у них оригинальные что-то ролики, они давно причем снимают, то есть, ну, нравится мне их подход. Любишь стендап? Комедия, стендап. Да, Смотришь? да. Назови 3 лучших стендапера русскоязычных. Слушай, фамилия не могу вспомнить сейчас. Хотя бы одного. Блин, как его фамилия, такой тоже казах, такой высокий, блин, как его фамилия-то, если напомнишь, казах высокий такой. Нурлан Сабуров. Да, Нурлан Сабуров, да. Окей. Да. Скажи мне, вел Инстаграм на русском языке, хейт. Это отдельная тема, особенно когда мы только начали. Мы первый такой ролик, который у нас залетел там на 300 тысяч или на 200 тысяч в Ютубе, ну, который у нас было в среднем где-то 10, 12, 20, 30, 40 тысяч максималка были, то есть тогда ролики. И тут происходит, что мы сняли такое, мы вдвоем сидим, флаг Грузии, флаг России, вот, и вопросы там назови там что-то, и, короче, я поднимаю палец, там, то есть, когда, какая лучше, допустим, нравится тебе музыка, я там, грузинская, там, какая тебе еда нравится, там, типа, грузинская, я там. Также Василина в этот момент поднимает, там, говорит, то есть, вот, и тогда пошел именно большой хейт, именно из России, типа, вот, переехала в Грузию. Хейт пошел с России. Да, типа переехала в Грузию и начала, то есть, вот так себя вести, там, вот, короче. А грузины хейтеры? Тебя хейтят за то, что на русском языке? Конечно, за то, что на русском языке, потом там, типа, Альфонс такие начали писать, то есть, он живет. Ты знаешь, в чем прикол? Ты их никогда в жизни не встречаешь, этих людей. Да, а знаешь, какой хейт пошел? То есть, это, типа, Василина приехала с огромными деньгами. То есть знаешь, складывается такое впечатление почему-то. Я, короче, к ней присосался, и вот мы на эти деньги живем, уже кайфуем, да? 5-й год, то есть, ну... У тебя сейчас в управлении сколько апартаментов? Ты сейчас занимаешься конкретно... 40 апартаментов. Конкретно управлением апартаментов и блогерской деятельностью. И заодно еще блогерская деятельность, да, реклама и так далее. То есть, ну, рекламу в основном мы делаем вместе с Василиной, потому что именно мы уже заметили это, то, что отдельно не так залетает, когда мы вместе снимаем, особенно еще если юморной какой-то контент, тогда вообще, то есть, получается все идеально. 3 любимые страны твои. Я видел, где-то сегодня недавно путешествовали. В Греции вы были? Нет, мы были в Турции, но это ближе к Греции. То есть Фетхи такой город есть. Мне, кстати, очень понравилось. То есть это от Анталии 300 километров. Вот. Ну, страна какая? Первая, это, естественно, Испания. Прям я-то Испанию очень кайфую. Ну, близкая к нам. Грузия, это, естественно, там разговора даже нет. Вот. И мне понравилась Греция, именно вот острова. Острова в Греции, то есть понравились мне, то есть, ну, особенно Средиземное море вообще мне, где здесь Средиземное море вообще мне нравится. Если в Грузии было бы Средиземное море и наша природа, я думаю, рай был бы это вообще, то есть. Как мужчина к мужчине, как мы такие с тобой грузинские брутальные мужчины. Мужчины плачут? Конечно. Когда ты последний раз плакал? Когда отец умер. Царство небесное. Я понял. Скажи мне, мы чуть завершаем уже. У меня есть блиц вопросов. Первый раз. Дудю, привет. Первый раз я подготовил блиц вопросов, я хочу, чтобы ты на них ответил. Окей? Давай. Как, по-твоему, люди меняются? Да. Хорошо. Ты можешь развернуто, если хочешь, отвечать. Кофе или вино? Ну, кофе по утрам, а вино... Чисто мигрирский ответ. Да, кофе по утрам, а вино, естественно, по ситуации. Окей. Я, кстати, вообще не пью. Вообще не пью. И, ну, алкоголь это плохо, но кто умеет этим управлять, кто любит отдыхать, это окей. Я тебе, знаешь, как скажу, вино я как бы, ну, так люблю, ну, чуть-чуть. А именно если пить, вот, застолье, что-то, я предпочитаю водку, потому что все-таки Россия мне это привила, потому что
водку, там вино вообще не годилось, какое бы там ни называли, Аргентина, не Аргентина, там грузинского тогда вообще не было, то есть был период. Вот, поэтому я как бы водку, это такой напиток, если я за столом, то есть выпиваю больше водку. Что бы ты себе сказал 10 лет назад? 10 лет назад покупай биткоин. Правильно, красава, 100%. Никакой философии, чисто правда. Окей, утро или ночь? Ночь. Почему? Ну, я сова. Ты сова, да? Я сова. Рано не любишь. Ты мне говоришь, я говорю, давай на интервью в час, он говорит, нет, 2. То есть у меня начинается как? Я просыпаюсь в лучшем случае в 10, пол-11. То есть вот так вот я. И начинается у меня все в 12, там, в 11 чекауты, то есть съезжают гости, в 2 чекины, то есть заезжают гости. Вот. А ночью я именно занимаюсь всеми бронированиями, всеми этими программами, там, букинг. Тебе так удобнее. Я иногда до 4 ночи сижу и в компьютере. В общем, там, в общем, не обязательно, типа, вставать в 5 утра или в 6 утра, чтобы быть успешным. Ну, слушай, слушая всех, кто там всякие успешные люди, все рекомендуют именно рано вставать, потому что, ну, я пока не пришел к этому. Василина рано встает. Она встает где-то в 7 утра, она каждый день ходит на море купаться круглый год, то есть она моржеванием занимается, там еще и йога, и то есть, ну, постоянно, ты в правильных руках. Да, то есть я сейчас начал на велосипеде кататься, чтобы чуть-чуть как-то... Не, надо, брат. Да, то есть каждый вечер, вот последние 5 дней, то есть я вот начал на велосипеде так. Какой страх ты победил в жизни? Страх, я в 2014 году, это для меня был самый такой год тяжелый. То есть в этот год у меня умер отец, умер двоюродный брат, самый мой любимый, и двоюродный дядя, с которым я был как с другом. То есть в один год все, прям они как друг за другом все ушли. После этого у меня развод, и еще и вот этот вот бизнес, 14 год, поднятие. То есть все произошло в один год. И сколько тебе лет было? 2014, 35. 35 лет мне было. Вот. Как бы, ну, опять все сначала, отсюда потеря всех этих. То есть, ну, в голове было все, такая суматоха была. А буквально перед этим, в 2013 году, в конце, я попадаю в аварию. 5 дней я в коме. Причем во время операции я вижу себя. То есть это вообще интересная такая ситуация была. То есть я лежу на операционном столе и слышу такой звук, как Вахтанг, дыши. И такой бам, а я вижу, вот он, я лежу, сверху врачи. То есть Вахтанг, дыши, бам. То есть я это все вижу, понимаешь? И последний раз, когда они вот это вот Вахтанг, дыши, бам, переворачивается ситуация, я их вижу снизу. То есть и они, все, типа, что-то слышу, что уже там очень, ну, так уже не так чисто это, и вводите что-то, вот такие слова, что-то они мне ввели, я ухожу. Я открываю глаза, то есть я смотрю, то есть лежат люди, там что-то пикает, то есть прошло, оказывается, 5 дней, я привязанный, то есть в этом, ну, как его... И очень сладкого, прям так сладкого очень захотелось. Я кричу, я говорю, дайте мне. Они, ой, ты пришел в себя, там сразу суета, там что-то такое. Я говорю, сахара дайте, пожалуйста. Они говорят, у нас нет. Я говорю, рафинад принеси. Я пока конфету попросил. Нет. Я говорю, рафинад хотя бы. Нет. Я говорю, песок принесите мне. То есть так сладкого хотелось, это, видать, после наркоза. Да. Вот прям, попадание в кому, смерть самых близких людей. То есть вот и за мы говорили, год вот это все произошло, получается. И мы говорили за страх, который ты... И, то есть, ну прямо и такая полоса шла, я думаю, что следующее будет. То есть у меня какой-то вот был такой момент, что вот страх. Что еще будет следующее, чего ожидать. То есть, вот. И потом потихоньку у меня прям все стало вверх. Ну, видать, зачем-то меня Бог оставил. То есть, значит, что-то я еще должен сделать, раз он меня с того света вытащил. Дай Бог. Вот. Самый ценный урок, который преподнесла тебе жизнь? Самый ценный урок.
Блин, наверное, это, знаешь, то, что... Ну, опять же, это все вот приходит к тому, что вот тут потеря всех этих близких, и ты как бы не опускаешь руки, и как бы надо биться, бороться, прошибать стены, то есть идти, как бы не останавливаться, то есть самое главное, ну, духом не падать. То есть это самое главное. Я понял, что духом не падать. То есть как бы тебя жизнь не била, не кидала, как бы это. То есть себя надо как-то собрать. Потому что это я еще видел после войны, как наши ребята, что им было по 40 лет, молодые люди, они потерявшие все, приехавшие сюда в Тбилиси или еще куда-то, просто вешались от того, что они не могли перенести вот смогли. эту потерю всего этого. Они просто, не могли выйти на работу, там, такую простую, или там вообще не могли работу найти, семью содержать, что-то еще, и они, то есть, поканчивали жизнь самоубийством, и как бы это не выход. Ну, знаешь, я часто сталкиваюсь с этим, когда мужчинам особенно сложно, тяжело. Вот я за последние 2 года тоже в таких моментах попадал. Я развелся, у меня сын остался, у меня следом умирает бабушка, недавно отцу резко операция на сердце понадобилась. Ну, короче, много вот таких событий. И я думаю, что мужчины же как у нас воспитались, типа все в себе держи, да, не говори, а потом человек идет и вешается. Я, слава богу, у меня такой момент, что я могу об этом говорить, что мне больно, мне тяжело, мне нужна помощь. Я, короче, человек, я думаю, да, нужно об этом говорить просто, когда человеку тяжело, особенно мужчине, нельзя в себе держать. Надо по-любому надо высказаться, и если есть такие близкие люди, которые, именно тебе по духу близки, и ты им доверяешь, я думаю, обязательно надо высказаться и хоть какое-то мнение услышать, а дальше ты уже свое, естественно, примешь решение, но ты хотя бы от них услышишь, что они думают по этому поводу, и как-то, может, тебе какой-то и подскажет дельный совет. Кто тебя вдохновляет? На данный момент Василина. То есть мы с ней прям на одной волне, то есть я могу сказать, что мы прям, что не делаем, все на одной волне, то есть у нас и мысли, и интересы, и как бы, и то есть все как-то нашли друг друга, скажем так. Дай бог. Что для тебя свобода? Свобода не быть прикованным к чему-то, то есть вот, что ты хочешь, что и делаешь, тебе никто ничего не запрещает, ты как бы делаешь это спокойно, не боясь ничего, вот это свобода, я думаю, то есть. Не зависеть от кого-то или от чего-то, или от каких-то ситуаций. То есть быть... Если бы ты мог бы поужинать с одним из людей, вообще любым человеком, ныне живущим, с кем бы ты поужинал? Теслу, который, Илон Маск? Илон Маск. Да, Мне было бы интересно с ним пообщаться, то есть с Илоном Маском, мне прям было бы очень интересно. Моя бывшая девушка также ответила, и мы расстались. Я шучу, мы расстались, но она ответила так же, но это не за это. Мне кажется, интересно было бы с ним пообщаться, потому что он достиг таких серьезных высот и тоже упорно делал все, то есть у него не получалось, и в итоге стрельнуло так, что... Ну да, стрельнуло. Окей, что для тебя значит успех? Успех – это достичь той цели, до которой ты ставил себе. То есть ты поставил цель добиться чего-то. Ты себя считаешь успешным человеком? Да. Последние 2 вопроса. Бог – это? Бог – это все. Бог – это все. Бог – это все. Жизнь – это? Жизнь – это радость. То есть, если ты радуешься, то есть в жизни у тебя есть тому, чему ты радуешься, значит, ты живешь, значит, у тебя все прекрасно. И, естественно, здоровье. То есть, это и жить. Если ты здоров, и тебе есть ради чего жить. То есть, вот это и есть жизнь. Скажи мне, уже точно последние 2 вопроса, что такое счастье для тебя? Счастье, я думаю, когда у тебя приходишь домой, и ты видишь людей, которые тебя ждут, которые тебя
ради тебя готовы, то есть что-то делать, ты готов ради них что-то делать, и как бы вот, идешь, вот жизнь, вот в данный момент у меня вот такая жизнь, я вот прихожу домой, это и есть счастье, то есть я рад то, что у меня происходит в жизни. То есть, Ну, ты опередил мой последний вопрос, но я его задам. Ты счастлив? да. Супер. Я рад. Друзья, подписывайтесь на нас, на меня, на Микао Эстейт, на Вахо. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем мира и добра.